Для того, чтобы сделать такую вазу для цветов, понадобится 3 Б. Первое Б – банка. Банку очищаю ацетоном, окрашиваю акриловой краской для того, чтобы изнутри ваза имела презентабельный вид. Второе Б – бобина от скотча, которую можно заменить на консервную банку. И, наконец, третье Б – бумага. Опускаем бумагу в теплую воду. Вы можете взять любую бумагу или картон от лотков. Я использую офисную резаную бумагу. В основном это листы А4. Когда бумага превратится в кашу, отжимаем. Добавляем клей ПВА. Хорошо добавить обойный клей для пластичности. Покрываю заготовку не толстым слоем папье-маше. Разглаживаем влажными руками. Когда заготовка за сутки чуть подсохла, можно закрыть нижнюю часть донышка. Теперь приступаем к лепке. Здесь главное хорошо разгладить массу в местах соединения. А форму можно придать любую. В работе можно сделать перерыв и продолжить на следующий день. Когда полностью высохнет, готовим раствор. В воду добавляю сухую финишную шпаклевку. Хорошо смешиваю. И для пластичности добавляю клей ПВА. Раствор по консистенции как жидкая сметана. Наносим мягкой кисточкой. Отпечатки пальцев создадут очень изящную тонкую фактуру. Тонкую фактуру также можно сделать при помощи комка из пищевой пленки.
Когда высохнет, шлифую только горловину. Грунтую строительным грунтом. Он заполнит все поры и сэкономит акриловую краску. Акриловую краску развожу водой. Окрашиваю мягкой кисточкой. Послойное окрашивание предполагает просушку между слоями. Сначала окрашиваю промежутки на палитре синий-зеленые оттенки сухой кистью, так, чтобы коричневый тоже кое-где просвечивал. Затем выделяю фактуру методом сухой кисти цвет слоновая кость. И охрой при помощи спонжика. А затем окрашиваю гребни мокрой кистью. Металлизированный воск можно заменить акриловым металликом. Вазу покрыла лаком. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.